Всем привет, с вами Ганзи, это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Спасибо Фантому, который закинул донат в поддержку контента вне стрима, я оценю это. Также вы красавчики, и на 30-й части «Цепи судьбы» собрали неплохой актив в плане комментариев, лайков. Вы меня услышали, мне это понравилось. Я в начале 30-й части сказал об этом, о том, что нужно, ребята, бесплатно, но поддерживать, чтобы сюжет жил. Вы меня услышали, я рад этому. Спасибо. Надеюсь, мы будем с вами двигаться на этой же волне и дальше, прямиком до конца этого сюжета. Ведь в данных реалиях и проблемами с YouTube это очень важно. Также, если вы можете материально поддержать, то ссылки есть в описаниях. Это можно делать даже вне стрима, и вы все равно будете услышаны и выведены на следующий видос в специальный свиточек. Ну и давайте начинать. Цепи судьбы. 31 часть. Глава 31. Убежище Мадары. Утро было довольно ужасным. Я резко открыл глаза, жадно глотая воздух ртом. На лбу образовалась испарина, за грудиной жутко жгло. Так я провел первые минуты своего пробуждения. Отдышавшись, я заметил, как солнце уже выглядывает из-за горизонта, освещая первыми лучами деревню. Встав с футона, я застыл на месте. Что было ночью? Я же что-то делал. Записи. Резко метнувшись к столу, я едва не упал из-за слабости во всем теле. Опираясь о спинку стула, я медленно, но верно достиг цели. Записи, что я сделал ночью, были сумбурными и кривыми. Однако, с каждым словом воспоминания возвращались. Мне удалось. Теперь я помню гораздо больше. Более того, осознавая, что Мадара сейчас максимально слаб, я могу предугадать его действия. Сегодня мы покончим с этой угрозой. Я тщательно укладывал вещи в сумку. В голове проигрывалась эта судьбоносная встреча. Должен ли я что-то сказать? Смогу ли убить его? Нет, не так. Не подвергну ли жизнь сенсея опасности, если он пойдет со мной? Даже несмотря на то, что он легендарная желтая молния, Мадара все равно остается ужасом из легенд. Каждый учиха в деревне старается говорить о нем полушепотом. Я взял жилет, полученный из арсенала, чистый, без единой царапины, словно чистый лист моей жизни после недавних событий. Я долго смотрел на него, чувствуя некое отвращение. В конце концов, отложив его, я достал из шкафа свой старый, который носил во время миссии в деревне скрытой травы. На нем красовалось множество отметин из клинков шина. Кое-где были порваны несколько карманов. Выдохнув, я нацепил его, чувствуя комфорт. Так будет правильнее. Только когда я покончу с этим осколком прошлого, я смогу надеть новый жилет, начать другой этап своей жизни. В битве с Мадарой все равно не важно, каким будет мое обмундирование, ведь этот человек – гений среди учих, который прошел не одно сражение, так что я могу позволить себе такую глупость. С этими мыслями я закинул сумку на плечо, закрепил свою небольшую катану на поясе и пошел навстречу с сенсеем. Бабушка, как всегда, тихо спала, не хочу ее будить. Она явно будет опечалена, узнав, что я опять ухожу, едва вернувшись. Деревня пребывала в мирном сне. Даже на моей улице не было ни души. Казалось, все затихло в ожидании исхода, который произойдет совсем скоро. Я не торопился, прокручивая все мысли в голове и потребляя наспех приготовленный завтрак. Птички приветливо защебетали в кронах деревьев. В своеобразном танце они закружили в голубом утреннем небе. Невольно я вспомнил Рин. Как она там? Надеюсь, что в безопасности. Идя по главной улице, что выходит к воротам, я заметил двух котов, которые шипели. Они забавно прыгали, пытаясь прогнать друг друга. Я усмехнулся и подумал о Какаши, который уже отправился на миссию. Будь аккуратен, мой друг. Когда я подошел к месту встречи, вдалеке стали виднеться две фигуры. Первая из них была Минато-сенсеем, а вторую я узнал не сразу. Лишь подойдя ближе, понял, кто это такой. Данза Шимура, старейшина Канохи, а по совместительству большая заноза в моей пятой точке. Именно этот человек подослал Кума, который должен был ввести деревню скрытой травы в хаос, сделав
сделав ее слабой и полностью зависимой от воли Канохи. Я не особо могу что-то вспомнить о нем, но нутро чуяло, что явно он сделал много дерьма при моей прошлой жизни. Единственное, что более или менее засело внутри моей памяти, он руководит корнем, который является веткой анбу-листа. Но ничего, когда я верну свои воспоминания целиком и до тебя доберусь, Данза, думал я, сжимая кулаки со всей силой. Увидев меня, сенсей отвлекся и приветливо замахал рукой. Данза повернулся и изобразил подобие улыбки. До чего же паршиво это выглядит. Затем слегка поклонился Минато. Тот сделал то же самое. Глава корня двинулся в мою сторону. Овальное лицо с многочисленными мелкими шрамами, слегка засаленные волосы, возвышающиеся над повязкой из бинтов, которая прикрывает правый глаз. Прослеживается легкая хромота, но тот старательно скрывает ее, уверенными шагами, пытаясь показать свою крепость духа. И я ждал. Внутри меня копилось негодование, но серьезный взгляд Минато-сенсея как бы просил не доставлять неприятностей, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как идти вперед, смиренно ожидая, что же будет. Когда я и Данза поравнялись, тот остановился и сказал: «Так значит, ты и есть Обито-Учиха?» «Да, Данза сама», — ответил я на удивление вежливо. «Вижу, что тебя наконец-то допустили к миссии». «Да». «Я очень рад. Полагаю, мои просьбы все же дошли до ушей Хирузана». Повернув голову, я взглянул на Данза с удивлением. Тот едва заметно улыбнулся и положил руку мне на плечо. «Меня возмутила ситуация с оценкой твоих действий, героя, что захватил данные на мосту Канаби, после чего подтвердил свою верность Канохи, выполнив миссию ранга С и вернув важный план наступления в деревню. То, что произошло, было возмутительно. Я лично доносил до третьего факты, что собирали твои товарищи». «Я очень благодарен вам», – проговорил я, ощущая смешанные чувства. «Не стоит меня благодарить. Такие верные люди всегда нужны. Те, кто борются во имя процветания Канохи, не должны прозябать в карцере. Так или иначе, вижу, у вас есть важное задание. Не подведи, Обито-Учиха. Я буду внимательно следить за твоими успехами». Последние слова Данза сказал крайне четко, будто бы ставил мне условия, после чего медленно зашагал дальше по улице. Я был обескуражен. В начале беседы я рассчитывал быстро осадить своим безразличием. Однако Данза сказал о том, что встал на мою сторону. Хоть я и подпортил его планы, что он задумал, чего добивается. Этот скользкий тип явно не просто так оказался в это время тут. Рука Минато-сенсея легла на мое плечо. «Обито? Да, простите, учитель, я просто задумался». «Понимаю тебя», – тихо ответил Минато. «Честно говоря, я тоже». Я повернулся в сторону сенсея. Взгляд его голубых глаз вглядывался в уходящую фигуру. Минато часто умалчивал о своих истинных мыслях, скрывая многие вещи за теплой улыбкой. Но если дело касалось чего-то важного для него, то лицо становилось устрашающим, а взор расчетливым и в какой-то степени холодным, будто бы он наперед понимал ход вещей. «Учитель», – тихо проговорил я. «Что такое?» – вопросил тот, возвращая себе привычное добродушное состояние. «Я понимаю, что, может, лезу не в свое дело, но о чем вы говорили с Данза? Не переживай, Обито, тебе я могу доверять. Да, это не секрет вовсе. Данза сама сообщил мне, что в случае необходимости неподалеку все еще есть патрули Анбу, и мы можем обратиться к ним за помощью. Он пожелал нам удачи и напомнил, что мы должны сообщить третьему о результатах». Звучит как-то подозрительно, да? Да. Его осведомленность о делах в деревне меня нервирует, учитель. Он же старейшина. Неудивительно, что третий сама мог сказать ему. Учитывая все риски, это логично. Вы правы, но, сенсей, могу ли я узнать у вас кое-что? Только мне нужен честный ответ. Понимаю, спрашивай. Вы доверяете Данза? Минато слегка отвел взгляд. Как бы не был скрытен наш учитель, от близких людей он тяжело прятал свое отношение к определенным вещам. Неудивительно, что Кушина легко могла его раскусить, особенно если надавит как следует. Наконец Минато повернулся ко мне и отрицательно покачал головой. «Есть что-то, что меня смущает в его действиях, но если третий доверяет Данза-саме, мы тоже должны соблюдать правила». «Но...» тише», успокоил меня учитель. «Я же не закончил. Однако, это не значит, что мы должны слепо во все верить. Долг шиноби – анализировать всех, и друзей, и врагов. Полагаю, что нейтралитет сейчас лучший выход. Поэтому, Обито,
постарайся не влезать в неприятности, хорошо?» Слова сенсея были пропитаны заботой. Он, скорее всего, видел мою реакцию на Данза. От его чуткого взора это не скрыть. Более того, глава Корни мог создать немало проблем, которые нам ни к чему. Сейчас мы можем лишь наблюдать за ним, чтобы не допустить сценария, который произошел в скрытой траве. «И да», — сказал Минато, садясь на одно колено и глядя в мои глаза, «не переживай, если они еще раз попробуют тебя подставить, я не буду столь благосклонен, я никому не позволю причинить вред моим близким». Его слова были добрыми, но в то же время пропитаны злостью и холодом. «Вы знаете?» – удивился я. «Да, но достаточных доказательств не нашел. Кто-то хорошо замел следы, к сожалению. Но будь уверен, больше я не буду столь невнимателен. Я верю. Спасибо, учитель. Вот и хорошо. А теперь в путь, иначе не успеем вернуться к вечеру. Кушина опять вас отругала, сенсей». «Нет, с чего ты взял?» Неловко просмеялся Минато, почесывая затылок. «Да у вас на лице написано: если я не вернусь к ужину, Кушина меня убьет». «Не совсем так, но ты близок к истине. Что же, в путь». Да, мы двигались очень быстро. Тело почти не уставало, ибо я совсем не думал об этом. Чем ближе к цели мы были, тем больше в голове шумели ночные воспоминания. Мне так хотелось покончить с этим, что я не мог думать ни о чем другом. Я стал сильнее, умнее, опытнее. Я смогу одолеть его. К полудню мы достигли финальной точки. Огромная груда камней, словно могила, лежала на своем месте. Мое лицо болезненно искривилось. Я вспомнил, как едва не потерял Рин и Какаши. Стволы деревьев все еще сохранили отметины после нашего боя с шиноби скрытого камня. В каждой точке я видел свои образы, слышал диалоги между мной и Какаши. «Обита, ты точно готов?» – спросил Минато с обеспокоенностью в голосе. «Да», – ответил я неестественно сухо и отчужденно. «Я слишком давно готовился к этому, быть может, даже чересчур». «Хорошо, теперь давай обговорим план», – сказал сенсей, снимая рюкзак и садясь на землю. «Я ставлю здесь один из своих кунаев, другой дам тебе. Это на случай, если там будет ловушка, в ситуации, когда я могу быть отделен от тебя или потерпеть поражение. Используй силу своего шарингана и уходи». После чего Минато достал карту и ткнул в один из квадратов. «Здесь, как мне сказал Данзе-сама, будут находиться отряды Анбу. Перегруппируйся с ними и сообщи господину Хокаге об угрозе». «Сенсей, думаете, я вас брошу одного с тем, что там находится?» «Обита, ты не зря проходил подготовку. Более того, я за тебя поручился. Сейчас думай головой, а не руководствуйся только чувствами. Знаю, ты ни за что не бросишь своих товарищей, но если мы оба погибнем, то может пострадать еще большее количество людей. Долг Джоунина – защищать свою деревню и страну любой ценой, а также правильно анализировать свои действия». «Я понял», – сорвалось с моих уст. «Хорошо, я рассчитываю на тебя, Обита», – сказал учитель, протягивая мне свой кунай. Я выдохнул, прикрыл глаза. Активировав шаринган, я посмотрел на Минато и взял его оружие. «Мы справимся. Вместе, сенсей», – твердо и уверенно заявил я. «Отлично. А теперь скажи, Обита, ты чувствуешь что-нибудь?» Убежище Мадары располагалось под землей. Само собой, даже мой шаринган не смог бы увидеть его чакру, но он сам сказал, что обнаружил меня в одном из туннелей. Значит, это где-то под местом моей смерти. Я указал на груду камней, что некогда служило убежищем для вражеских шиноби. «Там, под землей». Минато подошел поближе и приложил руку к земле. Его лицо стало серьезным. «Ты прав. Я тоже чувствую что-то, не могу понять. Нам нужно туда попасть». «Да, но как?» «Дайте мне взрывные печати, я сделаю проход». «Ты уверен?» – с опаской спросил сенсей. «Верьте мне, я не подведу». Минато выдохнул и достал из сумки запас наших печатей, вручая их мне. «Будь осторожен». «Понял». После этого я резко активировал каму и, погружаясь под землю, темнота охватывала меня, заставляя тело дрожать. «Ну давай же, где же твои сраные туннели, Мадара?» В этот миг я попал в коридоры. Расстояние до поверхности было небольшим, поэтому силы взрывных печатей должно было хватить. Я осмотрелся. Темное пространство, полная тишина и могильный холод. Нужно торопиться. Заложив печати, я быстро активировал их. Оглушительный взрыв обрушил потолок коридора. Поток дневных лучей слегка осветили местность. Минато-сенсей быстро запрыгнул внутрь, тут же достав кунай. «Теперь я понял, о чем ты говоришь. Попав сюда, я ощутил следы мощной чакры». Я кивнул, вынув катану
катану из ножен. «Нам нужно срочно двигаться. Вы можете сказать, откуда ощущаете ее, учитель?» «Да, двигайся позади меня и будь готов». «Есть». Мы бежали по длинному коридору. Он был однотипен, и казалось, будто бы бежим на месте. Ладони так крепко сжимали рукоятку катаны, что изрядно вспотели. Только сейчас я ощутил предательскую усталость. Ноги становились ватными, а сердце стучало так бешено, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Неожиданно Минато остановился, подав мне жест рукой. Я резко затормозил и встал в стойку. Глаза понемногу привыкли к тьме, и я смог увидеть ее. Большая каменная стена, которая и была входом в убежище Мадары. Мы аккуратно двигались вперед. Пространство расширилось, переходя из узкого коридора в просторное квадратное помещение. Я тут же посмотрел на левую стену, как будто она была самым важным объектом для меня, но там было пусто. Что же я хотел там найти? В голове все путается. «Что-то нашел, Обита?» «Нет, просто показалось странным». Да, просторное помещение со стеной. Почему-то мне кажется, что тут что-то было. Слова учителя эхом отдались у меня в голове. На той самой стене появились образы оружия, несколько плащей. И я взялся за висок и тут же отвернулся, чтобы скрыть это от учителя. «Возможно, тут был арсенал или что-то вроде того», процедил я, справляясь с болью. «Такое тоже возможно. Почему-то мне кажется, что за этой стеной что-то есть», задумчиво ответил Минато, указывая вперед. «Да, я думаю, аналогично, но она выглядит довольно прочной. Быть может, я проверю?» «Нет», отрезал Минато. «Мне совсем не нравится это место. Я не хочу отпускать тебя одного. У меня есть идея, но тебе нужно немного отойти». «Сенсей, что вы задумали?» спросил я. «Я разрабатываю новую технику. Она еще довольно недоработанная, но думаю, что сейчас лучшая возможность, чтобы испытать ее в деле. Поэтому стой позади и смотри». Я послушно отошел на несколько метров. Минато опустил правую руку, растопырил пальцы, после чего выдохнул и сказал: «Ну, надеюсь, мне не оторвет руку». С помощью шарингана я увидел, как поток чакры концентрируется в ладони учителя. «Сначала вращение», тихо, словно мантру, говорил Минато. Чакра вихревым потоком закружилась в его руке. Она напоминала маленьких змеек, что хотели уползти в разные стороны. Однако учитель не давал им это сделать. Так, второй этап – сила. В ладони Минато-сенсея стал появляться свечащийся голубоватый шар, который довольно быстро увеличивался в размерах. И я смотрел на это удивительное зрелище. На секунду, и его образ заменился силуэтом Наруто. Перед глазами пронеслась цепь событий. Вокруг все будто бы затихло. Я видел, как в мире Камы огромная синяя сфера несется прямо в мое лицо. «Да кто же ты такой?» Прозвучал крик юного шиноби у меня в голове. Образ резко исчез. Сенсей слегка просел под тяжестью силы своей техники. «Черт, я теряю контроль! Ай, Обита, назад!» прокричал Минато, удерживая запястье правой руки левой ладонью. Я понимал, что что-то идет не по плану. Концентрация чакры в этом шаре ужасала меня, поэтому я рефлекторно отскочил назад. Коридор озарился сине-белым цветом. Все вокруг затряслось. Послышался звук обвала. Огромный столб пыли вырвался, обдувая меня и ослепляя мой взор. От такой ударной волны заложило уши. Казалось, барабанные перепонки сейчас лопнут. В эту секунду я осознал, что учитель мог оказаться под завалами. Я понесся вперед, прикрываясь рукой от всепоглощающей пыли. Глыбы продолжали падать, словно карточный домик. Я ловко уворачивался от них, пытаясь обнаружить хоть какие-то следы сенсея. В один момент несколько камней едва не задавили меня, но что-то резко потянуло мое тело назад и прижало к углу помещения. Я повернул голову и увидел Минато. Он взглядом кошки всматривался в рушащуюся конструкцию, готовясь в любую секунду перенести нас в безопасное место. Через несколько секунд обвал стены закончился, и пыль немного осела. Сенсей выдохнул и присел на корточки. «Фух, Обита, ты в порядке?» «Да, сенсей, а вы-то как?» – спросил я, весьма нервничая. Да пустяки. Технику нужно еще доработать. Я не смог удержать эту силу. Прости меня, что подверг опасности». Я взглянул на его руку. Было заметно, что она получила подобие ожога. Кожа покраснела и местами кровоточила. «Вы ранены?» «Да пустяки. Такое уже бывало. Главное, что теперь путь свободен». «Да».
тихо ответил я, поворачивая голову в сторону разрушенной стены. Ярость запульсировала в висках. Я тут же метнулся в освободившийся проход, быстро используя ручные печати. «Стой, Обита!» – прокричал Минато, но я уже не слышал его. Моя цель, мой путь – убить его во что бы то ни стало, пока он слаб и немощен, пока не ожидает нападения. Я сделаю это. «Стихия огня! Огненный шар!» – прокричал я, направляя его в сторону, где по идее должен был быть Мадара. Огромный метеор из огня рассеял остатки пыли и понесся через огромную площадь. Я выдохнул и сжал катану. В эту минуту подоспел Минато, сжимая кунаи, но тут мое сердце болезненно ёкнуло. Шар врезался в пустую стену. Все, что нас окружало, это лишь 4 стены. Абсолютно пустое помещение. Тут никого нет. Совсем никого. Черт бы тебя побрал. Мои глаза начали быстро бегать, пытаясь найти хоть что-то. Я думал, что это ловушка, что Мадара просто спрятался. Он точно тут, не мог уйти. Я знаю это. Мои зубы заскрипели от злости. Я побежал в середину огромной комнаты и зло прокричал: «Покажись! Я знаю, что ты здесь!» Минато подошел ко мне и сказал: «Здесь никого нет, Обита». «Нет, вы не понимаете, учитель, это точно ловушка. Я знаю, что здесь кто-то есть. Наш враг наверняка затаился». Минато слушал мои слова, грустно наблюдая за этим зрелищем. Я был похож на маленького ребенка, что пытался оправдать свою шалость. «Вы ведь верите мне?» – почти прокричал я, глядя в его глаза. И тут я осознал, что в отражении голубых очей выгляжу словно безумец. Мои красные глаза были раскрыты так широко, что в них явно виднелась вся моя жажда крови, желание мести. Я опустил голову и выронил катану, после чего упал на пол, ладонью проведя по запыленному лбу. Я тихо проговорил под нос: «Этого не может быть. Я опоздал. Опять». Так продолжалось несколько секунд. Затем Минато взял меня за кисть и поднял на ноги. Он строго и уверенно сказал: «Обита, не время падать духом. Здесь враг или нет, мы должны все осмотреть. Ты так стремился к этому месту, уверен, у тебя были причины на это, поэтому соберись». Я утвердительно кивнул и поднял свое оружие с пола. Затем поднял голову и проговорил: «Вы правы, учитель. Нам нужно искать зацепки. Быть может, враг не ушел далеко». «Верно. Я чувствую, как от этого места исходит странная чакра. Сомнений нет, тут явно что-то нечисто. Быть может, мы найдем еще и следы». Я повернул голову налево. Трон, на котором некогда восседал Мадара Учиха, был раздроблен с помощью моей техники. Следов древа, которые я видел в воспоминаниях, нет совсем. Неужели это альтернативная версия моего мира? Быть может, я воспринял воспоминания другого Обита за свои, но тогда почему я так сильно за них зацепился? Нет, ошибки быть не может. Здесь явно произошло что-то иное. В один прыжок я оказался рядом со своеобразным и единственным предметом мебели в этой огромной пещере-комнате. Глазами я пытался ухватиться за любую деталь, каждую незначительную мелочь. Меня не покидало стойкое ощущение неестественности этого места. Сенсей прошелся по всей площади, задумчиво почесывая подбородок. В один момент он сложил печати и разрушил часть стены. Я так и думал, здесь есть еще сеть туннелей. Обита, оставайся здесь, я быстро пройду вперед и посмотрю, куда они ведут. В случае чего, примени мой кунай, и я буду знать, что ты в опасности. Хорошо? Но... Да, сенсей. Смиренно ответил я, понимая, что один он сделает это быстрее. «Не вешай нос, еще не все потеряно», – с уверенной улыбкой проговорил Минато, используя технику летящего бога грома и отправляясь вглубь мрачных коридоров. Мне же ничего не оставалось, кроме как бродить по этой огромной комнате, пытаясь собирать частички мозаики из собственных воспоминаний. Мадара был соединен со статуей Геда. По его словам, он бы погиб, если бы не она, начал рассуждать я вслух. Более того, он лишен большей части своей силы. Не думаю, что он просто вышел наружу в поисках соратников. Но тогда почему его здесь нет? Что же тут не сходится? Мои размышления завели мозг в тупик. Я оперся о стенку спиной и скатился вниз. Упираясь локтем в колено, я подпер голову, усмехнулся и сказал: «Ха, вот же дурак. На этом троне сидел человек, что боролся наравне с самим богом Шиноби, а я его катоном хотел прикончить». Внутри меня были смешанные чувства: страх, злость, ярость, непонимание, отчаяние. Я осознавал, что покуда Мадара жив, он может переманить на свою сторону множество людей, опасных и сильных. Более того, это означает, что страшные события, которых я пытаюсь избежать, все еще возможны, как вариант развития событий.
Цикличные и однотипные размышления в совокупности в самобичевании довели меня до очередного приступа злости. Я не придумал ничего лучше, чем выместить волну накопившейся ярости с помощью катаны. Прочное лезвие с усилием воткнулось в каменный пол рядом со мной. В эту секунду по стенке пошла легкая трещина, и я с ужасом отскочил, боясь нового камнепада. Но мои ожидания не оправдались. Трещина разошлась больше, и часть стенки, что была ближе к полу, раскололась пополам. Это было весьма странно, поэтому я подполз ближе, ужаснувшись. Внутри виднелась белая голова. Она не была похожа на человеческую. Спиральный узор покрывал все лицо, а правое подобие глазницы было черным, будто бы пустым. «Ты... не может быть, нет!» – тихо проговорил я, осознавая, что обнаружил. Я видел его мельком, минутное воспоминание перед тем, как потоки памяти вновь смешались. Я назвал его Гуру-Гуру и был благодарен. Он мой друг или же прислужник Мадары. На том древе висели подобные силуэты. Черт, что же мне теперь с ним делать-то? И я вытащил спиральное нечто из углубления. Это была лишь голова с частью шеи. Я присмотрелся и понял, что ее явно кто-то отсек. Да что здесь произошло? «Обита!» «Я прошел до конца туннелей», – прозвучал голос Минато-сенсея. Меня охватила легкая паника, словно машинально. Я активировал Камуи и поместил в тот мир злополучную находку. «Да, ну и как?» – спросил я, пытаясь не выдать волнения. «Они завалены, вернее замурованы, причем слишком аккуратно. Все больше меня это смущает. Как твои успехи? Нашел что-то?» Нет», – проговорил я, все так же неловко, стыдясь своей лжи. Я понимал, что если мы передадим находку деревне, то обязательно Данза получит к этому доступ. Кто знает, какие мысли в голове у этого старика и какими это может обернуться проблемами. Минато подошел и удивленно посмотрел на меня. «Что-то случилось? Ты какой-то нервный». «Нет, просто вы напугали меня, учитель», – отговаривался я как мог. «Откуда тут эта трещина? Я был слегка неаккуратен, но это навело меня на одну мысль». Какую же? Вы не думаете, что это все лишь декорация для отвода глаз?» «Возможно, но почему ты так решил?» «Не могу точно сказать, но все мое внутреннее чутье говорит, что кто-то просто попытался воссоздать это помещение, словно не хотел, чтобы узнали о его истинном смысле». «Вот как?» – задумчиво кивнул Минато. «Я тоже об этом подумал. Чакра, что еще сохранилась в этом месте, первое, что смутило меня. Более того, я могу поклясться, кто-то применил стихию земли, чтобы скрыть следы своего пребывания». «Следы пребывания?» «Ага. Как бы не были искусны эти люди, мелкие детали они не зашлифовали. Я заметил это и в тех коридорах. Однако, кем являются эти люди, мне не ясно. Вдобавок, неизвестна причина происходящего. Но ты был прав, Обита. То, что здесь находилось, имело ужасающую силу. Даже мне здесь не по себе». Как только Минато договорил эту фразу, пол начало трясти. «Что это?» «Не знаю, но явно что-то нехорошее». Потолок поддался общей тряске. Куски начали отваливаться один за другим. «Обвал? Но какого черта сейчас?» – воскликнул я, едва удерживаясь назад. Комната начала рушиться. Несколько камней с огромной скоростью полетели вниз на Минато-сенсея. Я резко оттолкнул его в сторону и активировал Каму еще раз. Куски глыб прошли сквозь меня и впечатались в пол, оставляя дыры. «Учитель, вы в порядке?» «Да, Обита, надо убираться отсюда». Я перепрыгнул через обломки, уворачиваясь от осколков рушащегося потолка. Минато протянул мне руку. Схватившись за нее, я почувствовал поразительную скорость, настолько быстро, что зажмурил глаза. Когда я открыл их, то мы были уже на поверхности, в аккурат рядом с кунаем, который сенсей оставил как нашу страховку. Я закашлялся от пыли, что попало в нос, и протер глаза, которые жутко слезились. Минато сидел на одном колене, приложив ладонь к земле. Через несколько минут тряска улеглась. Мы выдохнули, продолжив сидеть молча довольно долго. Наконец, я проговорил. «Чертова пещера! Все это точно не просто так! Я уверен, что кто-то хотел нас прикончить, просто похоронить заживо!» Минато промолчал. Его задумчивый вид лишь подтверждал правильность моих догадок. «Сенсей, я думаю, это был этот проклятый старик Данза». «Вот как? Сами посудите. Кто еще знал, что мы будем здесь? Что ему мешало под шумок избавиться от нас, чтобы мы не рассказали правды? В твоих словах есть логика, только мы не можем разбрасываться обвинениями, особенно в сторону одного из старейшин деревни. Ты не допускаешь мысли, что это мог быть противник, который специально сделал эту ловушку для того, чтобы убить тех,
Никто не должен был увидеть это место. Более того, шиноби скрытого камня любят такого рода ловушки, тебе ли не знать? Я замолчал. Сенсей говорил рационально и сдержанно. Если подумать, то Данза не оставил бы Мадару в живых, ибо знал, какую угрозу тот представлял для Канохи и него самого. Но если это вражеские шиноби, то что они сделали с ним? Победили или проиграли? И где мне теперь искать ответы на свои вопросы? Я улегся на землю, не в силах переваривать новые факты. Через несколько секунд Минато продолжил. Но как бы все логично не выглядело, всегда есть вероятность, что наши глаза могут нас обмануть. Мы связались с чем-то крайне опасным, необъяснимым. И я обещаю тебе, Обита, что докопаюсь до правды. Если бы это было так просто, учитель, буркнул я. Ха, ты прав. Неловко засмеялся Минато, пытаясь разрядить обстановку. Но есть еще одна вещь, которую я понял. Что же это? Вопросил я, поднимая руку к солнцу, лучи которого пробивались сквозь листву. То, что один с этим я вряд ли справлюсь. Учитель, что вы имеете в виду? Вы же сильнейший шиноби. Ха-ха. Я рад, что ты обо мне такого высокого мнения, но, как я уже и отметил, сила, которая буквально пронизывала воздух той пещеры, заставила меня осознать, что это может стать серьезной проблемой. Поэтому я хочу, чтобы в случае чего, если я не справлюсь, ты помог мне защитить Каноху. Но как? Вы же сами признали только что. Начал я, но тут же был прерван. Да, признал, но это не значит, что я собираюсь просто наблюдать. Помню, ты просил меня стать твоим наставником. Я хотел подождать еще немного, пока ты не подрастешь, но думаю, что ошибался. Сейчас самое подходящее время, чтобы передать тебе мои знания. Почему-то у меня есть ощущение, что время не на нашей стороне. Я принял сидячее положение. Слова сенсея настолько поразили меня. Ему хватило одного взгляда на проблему, чтобы осознать, что ситуация явно выходит за рамки понимания. На его лице не было ни страха, ни сомнений. Познав неизведанное, он четко решил, что будет готов к нему, и доверился мне, чтобы я помог. «Ты готов приступить к обучению, Обита?» «Прямо сейчас?» – воскликнул я, еще больше поражаясь. «Да, тебе придется запоминать все быстро и четко следовать моим указаниям. Будет трудно, но я верю, что ты справишься. Я готов, сенсей. Обещаю, что оправдаю ваши ожидания». Вот это мне в тебе нравится, Обита. Твой настрой познать что-то новое просто поразителен. Минато встал, отряхивая свою форму, после чего подошел ко мне и, протянув руку, мягко и заботливо сказал, показывая свою теплую улыбку. «Ну тогда позволь мне быть твоим наставником. Обещаю, что не подведу тебя, Обита». «Да», – радостно ответил я, крепко сжимая его ладонь и поднимаясь на ноги. Продолжение следует.